Всем привет! Сегодня хочу рассказать вам, почему удобно жить и отдыхать в Лос-Кристианос. Почему в Лос-Кристианос удобно отдыхать? Он находится на юге Тенерифе, и здесь в течение года стабильная температура и климат. То есть в течение всего года здесь возможно и купаться, и загорать. Город находится всего в 17 километрах от международного южного аэропорта, добраться с которого можно даже легко на общественном транспорте. В Лос-Кристианос очень хорошо развита инфраструктура, поэтому любому туристу, даже весьма требовательному, отдыхать здесь будет комфортно. Сегодня 31 января, температура воздуха 22 градуса, но, к сожалению, сегодня переменная облачность. Зимой это часто бывает, но средняя температура зимой здесь, в Лос-Кристианос, это 22-24 градуса. Бывает повышение температуры, это когда Калима. О Калиме я уже несколько раз говорила, это метеорологическое явление, которое очень часто бывает на Канарских островах. Летом средняя температура в Лос-Кристианос 26-30 градусов. Самые жаркие месяцы с июля по сентябрь. И, как правило, в это время самая комфортная вода для купания. В Лос-Кристианос отличная береговая линия. Один из лучших пляжей Тенерифе находится в Лос-Кристианос. Его называют Лас-Вистас. Большое преимущество, что в Лос-Кристианос находится морской порт. С этого порта можно добраться до соседних островов Ла-Пальма, Эль-Хьерро и Ла-Гомера. Паромные сообщения осуществляет компания Фред Олсен и Армас. А также можно заказать морские прогулки, где можно посмотреть на китов и дельфинов. В порту Лос-Кристианос можно купить свежую рыбу. Рыбаки ежедневно доставляют, есть небольшой ларечек около порта, где можно приобрести свежую рыбу. Помимо того, что в Лос-Кристианос прекрасная береговая линия, здесь также имеется хорошо оборудованная набережная, прогулки по которой вы можете совершать. Причем Лос-Кристианос тесно соединен с Лас-Америкас, поэтому по набережной вы можете прогуляться до соседнего курорта. Курорт Лос-Кристианос в течение всего года пользуется популярностью, но есть небольшой спад туристов, это май-апрель, и, как правило, европейцы сюда едут меньше в этот период, но зато на Семану Санта в апреле, это святая неделя Пасхи, сюда приезжает очень много испанцев с материка.
Лос-Кристианос вы найдете большой выбор ресторанов и других мест общепита. Причем в этой части острова есть рестораны, которые основаны на туриста, а есть те рестораны, в которые ходит местное население, и где цены намного приятнее, чем в туристических местах. Давайте рассмотрим, почему проживать в Лос-Кристианос удобно, если выбрать этот район для постоянного места жительства или длительного пребывания на острове. Городок Лос-Кристианос является одним из популярных на Канарах. Многие из приезжих стремятся обосноваться именно в нем, потому что здесь мягкий климат и все, что нужно для жизни, под рукой. Здесь проживает около 20 тысяч жителей. Сам город Лос-Кристианос интересен тем, что в нем сохранилась самобытность. В Лос-Кристианос ощущается и курортная жизнь, и атмосферный ритм повседневной жизни местного населения. В черте одного города есть почти все административные учреждения для решения любых вопросов, связанных с населением. Для проживания с детьми в Лос-Кристианос имеется несколько учебных заведений и самый крупный институт на юге Тенерифе, где дети получают финальное обязательное образование до поступления в университет, либо для получения сертификата об обязательном школьном образовании. Лос-Кристианос достаточно крупный город, выбор туристического жилья здесь большой, но найти квартиру для постоянного места проживания здесь становится все сложнее и сложнее. Средняя арендная плата небольшой квартиры здесь составляет от 700 евро и выше. Если же вы ищете квартиру с 2 спальнями, то от 1000 евро и выше. Но, как правило, квартиры с 2 спальнями в Лос-Кристианос считаются малогабаритными. Если же вы ищете квартиру более просторную, с 3 спальнями, то здесь ваш поиск будет намного сужаться. Сейчас высокая востребованность купить квартиру в Лос-Кристианос. Средняя стоимость небольшой квартиры на побережье от 200 тысяч евро. Лос-Кристианос является самым популярным местом, где хотят купить недвижимость иностранцы. Я являюсь индивидуальным риэлтором, и по вопросам недвижимости обращайтесь ко мне напрямую. В описании под каждым видео я всегда оставляю свои контактные данные. Think a lot about you, how everything still turns to gold. And if you listen very hard, the two will come to you at last. Please tag me on Instagram. That one is one and one is all. К минусам проживания в Лос-Кристианос из моего личного наблюдения я бы отнесла то, что это все-таки шумный город, и в течение рабочей недели здесь большое скопление людей, так как центральная часть этого города является деловым центром, там расположены административные здания, банки, офисы, и в течение рабочей недели там большое скопление людей. Ну и плюс ко всему добавляется большой поток туристов. Но надо сказать, что в выходные дни здесь намного спокойнее. А также, возможно, для кого-то
из вас это не будет являться минусом.